Сегодня утром мы пошли на лодочную станцию писать. Сейчас мастер-класс проходит в Гурзуфе, второй день. И всегда нас пускали. Причем на классах у меня было, я не знаю, почти 12-14 человек. А сегодня Василий сказал, что нет, ни в коем случае. Если было бы двое-трое, то вы бы попрятались там между лодок. То есть к художникам у Василия изменилось отношение. Но мы не опечалились и пошли к дайверам, которые нас любезно приютили, просто дали возможность нам писать в дайвинг-клубе в Гурзуфе. Я никогда там не писал, было всегда моей такой мечтой. И это что-то. В конце ролика я вам покажу, что вышло. Очень приятные ребята и очень интересная с точки зрения живописи среда. И тень нашлась, и солнце было, и купались, в общем, было классно. Если кто-то еще хочет присоединиться, приезжайте. Завтра мы будем писать на Чеховке. Ну, вы, конечно, знаете, что надо делать. Крестики ставить, лайки, комментарии. И помните о том, что есть скидка на 10% на все мои видеоуроки в школе. Я искренне радуюсь за тех, кто смотрит и кто растет. Это видно буквально просто, вот, я не знаю, второй день класса, у девушек прорывы. Возникает понимание, что нужно, и сразу меняется стиль работы, что даже близкие отмечают. В первую очередь, не даже, а в первую очередь отмечают близкие. Ну, близкие тех студентов, коллег, которые ко мне приезжают заниматься. Ну и в школе, для тех, кто не может заниматься, пользуйтесь возможностью. Есть же видеоуроки. Есть палитра, 100 раз говорил, мотив, то, что происходит на холсте, с описанием, с бесконечным объяснением каждого мазка, что происходит, как видит художник, как из обычного сюжета извлекается живопись, как делается произведение искусства. Несколько вопросов. Сергей Иванов пишет длинные вопросы по поводу лаков. И говорит, что на днях попалась лекция одного человека по технологии живописи. Там утверждает, что акриловые лаки со временем сереют и становятся необратимыми, домарные желтеют. Вообще у вас же наверняка был опыт использования художественных финишных покрывных лаков. Что посоветуете? Менять технологию письма и отказываться от разбавителей? При обучении вам педагоги давали по этому поводу какие-то рекомендации? Вопрос. Да ничего не давали, я просто смотрел, как работают мастера. Но тот же Фешин. Никаких покрывных лаков. Тянущий грунт на основе казеинового клея с добавлением цинковых белил, мела. У меня, кстати, есть рецепт грунта Фешина. Если кого-то это интересует, в телеграм-канале я выложу этот рецепт. Записывайтесь, кстати, подписывайтесь в телеграм-канал, и там есть группа, где вы можете выкладывать работы. Я выкладываю, вы выкладываете, в общем, идет живое общение. Для меня достаточно того, как работал Фешин, как пример, и его технологией пользуются с успехом друзья, которые заканчивали академию питерскую и преподают там. Как-то вопросов не возникает по поводу. Там есть тянущий грунт, полутянущий, среднетянущий, не очень тянущий. Я понимаю, что количество цинковых белил, клея там как-то варьируется. Так что экспериментально можно вообще самому сочинить этот грунт и подобрать себе оптимальный. Но мне совершенно подходит замечательно латексная водно-дисперсная краска, которую я покупаю в Леруа Мерлен или в каких-то магазинах таких строительных. Я покупаю Дулукс, она подороже, но с одного раза качество очень хорошее, высокое. Так что извините, Сергей, я на тему лаков не специалист, не знаю. Это не первый вопрос, и реставраторы, конечно, советуют покрывать работы лаком, но через полгода, через год. Мне представляется, что современные лаки хорошего качества, домарные, что стоит, пульверизаторы есть,
можно попрыскать, можно очень легко протереть кисточкой или, я не знаю, тампоном. Ну, я не специалист и как-то не покрываю лаком. Можно вообще использовать лак, добавлять в домарный, да, в растворитель и чуть-чуть, там, 10%, например, добавил, и вообще зачем тогда покрывать? И писать. Он связывает хорошо. Тина Том очень завораживает ваши крючочки на холстах. Виртуозно просто, и повторить эту простоту, ее уместность невозможно. И думаю, теории для этого точно нет. Но вы знаете, крючочки, завиточки всякие, да, фактурные, ну, это бессмысленно повторять, и нет никакого резона. Потому что важно, чтобы было мышление пятнами, что мы изучаем на моих классах живых, в тех же видеоуроках. Я много этому уделяю внимания, показываю, рассказываю, как это делается. А будет ли крючочек, не будет ли, если пятна в тоне все не собрано, разваливается, то будут крючочки, не будут, толку никакого. Работа проваливается, она не собрана, она не будет работать, не будет эффекта. Эффект не от крючочков. Ну, представьте, на мне была бы рубашка, например, ну, не по размеру, ну, там, 44-го размера. Какие тут крючочки, если она на меня не налезла бы? Или большая, балахонистая такая, что я в ней, утонул бы? А там были бы такие крючочки. Все-таки важна конструкция, важна некая живописность, ткань, мозаичность. Ну, это только можно, наверное, показать, а вот так рассказать невозможно. Я показываю вам свои работы, как пишу, показываю, но только на уроках, на живых классах это можно понять досконально. Так это, наверное, невозможно. При живом общении нужно показать, как это делается. Крючочки, значочки, крестики, кстати, ставьте, если нравятся мои эфиры. Сердечки, крестики, ну что-нибудь хотя бы тыкните прямо сейчас. Это же помогает развитию канала.